К сожалению, многие, особенно начинающие садоводы, даже не задумываются о том, какие растения они высаживают в своих садах. Некоторым хозяевам садовых участков буквально все равно, что на них растет, оправдывая это тем, что лишь бы росло и не требовало излишнего внимания. Это одна из самых частых ошибок, так как есть много даже весьма привлекательных на вид растений, которые со временем могут создать вам кучу проблем. Порой полностью избавиться от них не удается даже с годами. И таких культур очень много. В этом видео я расскажу лишь о некоторых. В то же время я попрошу зрителей поделиться своим опытом и дополнить мой список проблемных растений. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. Одной из самых больших моих ошибок была посадка девичьего винограда в неправильно выбранном месте. Много лет назад мне захотелось украсить им забор, создав красивый фон для своего цветника. Тогда я еще не знала, что эта лиана не только быстро и агрессивно разрастается, но и в прямом смысле слова неубиваемая. Окончательно вывести поросль девичьего винограда мне так и не удалось. Поэтому я никому не советую повторять мою ошибку. Девичий виноград можно высадить, но только отдельно, то есть подальше от общего цветника, например, возле беседки или арки. При этом вам все время придется следить за его ростом и корневой порослью. Учитывайте, что ветки, которые будут соприкасаться с землей, со временем дадут корни. Об одной подобной красивой, но агрессивной лиане я уже выпускала видео. Это кампсис укореняющийся. Узнать о нем больше вы сможете, перейдя по ссылке, которую я оставлю в описании к этому ролику. Но в этом видео я все-таки хочу больше затронуть тему цветов. Например, от прежних хозяев участка нам достались многие растения, которые можно смело назвать неубиваемыми. Одними из таких оказалась рудбекия. Несмотря на свой привлекательный вид, она ежегодно дает свой неконтролируемый самосев. Причем эти цветы всегда появляются в самых разных местах и там, где им вообще не место. Заросли рудбекии могут легко вытеснить из цветника более скромные цветы, поэтому высаживать их в общую клумбу я не советую. Такими же сверхживучими и неистребимыми являются садовые фиалки. Высадив всего пару кустиков в своем саду, будьте готовы к тому, что с годами они освоят всю вашу территорию. Эти цветы могут расти где угодно и даже в тени. Размножаются фиалки с неудержимой силой с помощью мелких семян, которые разносятся не только ветром, но и садовыми муравьями. Полностью избавиться от поросли этого многолетника очень сложно. Возможно, эти цветы для кого-то будут в радость, но игнорировать их агрессивные качества я бы не стала. В компанию красивых агрессоров стоит добавить многими любимые ландыши. Когда-то я даже не подозревала, что эти милые, ароматные цветы настолько живучие. Рассадив всего несколько кустиков ландышей, со временем я столкнулась с их бурным и неконтролируемым ростом. Проблема в том, что это неприхотливое растение активно размножается с помощью своих корней, и полностью ограничить их рост очень сложно. В этом ландыши даже похожи на злостный сорняк под названием сныть. Вот, кстати, варигатную сныть довольно часто продают под видом декоративного многолетника. Исходя из своего горького опыта, я настоятельно не советую высаживать ее в общий цветник и тем более без глубокого почвенного ограничителя. Посадив сныть в открытый грунт и не ограничивая рост ее корней, в будущем избавиться от нее уже будет почти невозможно. Такими же агрессивными качествами обладает еще один привлекательный многолетник. Это декоративный злак под названием фолярис тростниковый. Это совершенно неприхотливое растение, которое сможет расти без ухода на солнце и даже в тени. Фолярис привлекает внимание своей декоративной полосатой листвой. Разрастается очень активно, и полностью избавиться от его буйной поросли довольно сложно. К таким неубиваемым растениям можно отнести еще один симпатичный цветок – василек подбеленный. Этот выносливый многолетник также достался нам от прежних хозяев нашего участка. Василек станет расти даже в тенистых местах. Он приживется под тенью забора, под кронами деревьев и на любой почве. Но высадив у себя эти цветы, будьте готовы к тому, что в скором времени они займут всю близлежащую территорию. И избавиться от них не так легко, потому что размножается василек с помощью своих длинных разветвленных корней и отростков, так же как сныть и пырей. А вот еще одно растение, которое многие хотят иметь на своих участках, но не учитывают его агрессивные качества. Это калистегия.
У ее махровых сортов действительно красивые цветы, которые даже напоминают розочки. Но коллистегия – это по сути тот же неубиваемый вьюн. Высаживать такую лиану можно только в глубокий почвенный ограничитель. Узнать более подробно об этом сверхживучем растении вы сможете из моего видео, ссылку на которое я оставлю в описании под этим роликом. Обратите свое внимание еще на один красивый, но достаточно агрессивный многолетник под названием Брунера сибирская. В отличие от своей культурной родственницы Брунеры крупнолистной, этот почвопокровник с каждым годом будет отвоевывать для себя все больше близлежащих территорий. К сожалению, это растение настолько живучее, что полностью избавиться от него очень сложно. Поэтому я предпочитаю выращивать в своем саду Брунеру крупнолистную. Она не только красиво цветет россыпью голубых цветочков, но и имеет весь сезон декоративную листву. Таким же неприхотливым культурам с привлекательной листвой и цветами можно отнести барвинок. Если вам нужен действительно неубиваемый многолетник с вечно зеленой листвой и весенне-летним цветением, посадите это почвопокровное растение. Со временем заросли барвинка прикроют все пустующие места в цветнике и зацветут даже в тени. Но будьте готовы к тому, что он не остановится на одном месте и со временем обязательно проникнет туда, где его совершенно не ждали. Такое неприятное качество относится еще к одним весьма очаровательным цветам под названием маргаритки. Это растение отлично распространяется по участку с помощью своих мелких семян. Посадив маргаритки в своем саду, будьте готовы к тому, что они будут время от времени появляться в самых разных местах. Очень многие садоводы жалуются, что эти цветы часто прорастают на их идеальном английском газоне, и полностью вывести их невозможно. К таким же неубиваемым многолетникам я бы еще отнесла чистец византийский. Многих он привлекает своей молодой серебристой листвой. Его удлиненные листики на ощупь очень приятные и мягкие, за что в народе чистец еще называют овечьими ушками. Однако к концу сезона он существенно теряет свой декоративный вид. Жухлое состояние старой листвы и цветоносов очень портит общий вид цветника. Чистить их вам придется постоянно, на что не всегда хватает сил и времени. По этой причине я решила избавиться от этих растений, выкопала все кустики и вынесла на улицу за забор. А со временем обнаружила, что они там отлично прижились и даже разрослись. Чистец византийский настолько неприхотливый, что легко приспособится даже к самым некомфортным местам. Этот список живучих растений я могу продолжить и дальше. Но, к сожалению, о всех в одном видео не расскажешь. Думаю, что стоит выпустить как минимум еще одно видео о подобных неубиваемых культурах. Ведь многие, особенно начинающие садоводы, даже понятия не имеют, что стоит высаживать в своем саду, а от чего лучше отказаться. Я также буду всем благодарна, кто поделится своим мнением по этой теме и посоветует, какие растения не стоит высаживать в своем саду. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк и до новых встреч на нашем канале.